Привет, друзья! Как изменится экономика Европы после неожиданного компромисса между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом? Первые итоги уже известны, и они касаются каждого, от цен в магазинах до работы предприятий. Сегодня я расскажу, чем закончились переговоры, почему Вашингтон отказался от самых жестких пошлин и что теперь ждет Европу и Германию. Итак, начну с сегодняшней новости с главного события, которое обсуждают в экономическом мире. Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз после долгих переговоров пришли к компромиссу по торговым пошлинам. Планы Вашингтона поднять тарифы до 30% с 1 августа в итоге заменили мягким вариантом 15% на большинство товаров из Европы. Это соглашение называют шагом к более стабильным отношениям. Евросоюз, в свою очередь, договорился увеличить закупки американской энергии и техники, а также инвестировать крупные суммы в экономику Соединенных Штатов Америки. Такой результат переговоров называют важным сигналом. Стороны решили не усугублять ситуацию и сделать ставку на сотрудничество. Но в самой Германии новости вызывают больше беспокойства. Министр экономики выступила с предложением увеличить продолжительность трудовой жизни. По ее словам, нынешняя нагрузка на социальные системы растет, а демографические изменения и рост продолжительности жизни делают это неизбежным. Она считает, что граждане должны работать больше и дольше, чем это предусмотрено сегодня, и призывает отказаться от возможности выхода на пенсию без потери выплат в возрасте 65 лет. Это вызвало сильную реакцию в ее собственной партии и среди социальных организаций, которые считают инициативу несправедливой по отношению к тем, кто работает в тяжелых профессиях и испытывает физическую нагрузку. Многие указывают, что работающие после 65 лет скорее исключение, чем правило, и зачастую речь идет о добровольном выборе, а не о необходимости. Кроме того, критики напоминают, что предложенная инициатива не учитывает различия между полным и частичным трудовым участием. Не все способны сохранить прежний ритм работы в зрелом возрасте. Социалисты и профсоюзы настаивают, что вместо увеличения рабочей нагрузки необходимо реформировать пенсионную систему и внедрять меры поддержки для людей с ограничениями здоровья и физической выносливости. В социальных сетях публикация вызвала активное обсуждение. Пользователи отмечают, что хотя некоторые люди старше 70 лет продолжают трудиться по собственной воле, это не может служить тем аргументом для обязательной меры на государственном уровне. Постепенное повышение пенсионного возраста все воспринимают как возможный путь, но с большим вниманием к социальной справедливости и индивидуальным особенностям. А вот дальше финансовые новости, а точнее финансовый анализ. Как вы знаете, курс единой валюты, это евро, продолжает расти и достиг трехлетнего максимума. Это имеет значимые последствия. Импорт становится для нас дешевле, что облегчает покупателям доступ к зарубежным товарам и снижает инфляционное давление. Товары, сырье и тоже топливо, выраженное в долларах, теперь обходятся нам дешевле. Это выгодно и частным потребителям, и бизнесу, закупающим продукцию за границей. Однако сильная валюта создает серьезные сложности экспортным компаниям. Рынки вне зоны евро оказываются менее доступными для продукции с европейских предприятий. Цены в иностранной валюте растут, что снижает, соответственно, конкурентоспособность. Некоторые крупные корпорации уже предупредили инвесторов о потенциальных потерях. Например, SAP оценила убытки в десятки миллионов евро при каждом укреплении курса всего на 1 цент. Аналогичная проблема ожидают и производственные гиганты, так как их товары становятся дороже в пересчете на доллары или другие валюты. Кроме этого, экспортеры сталкиваются с дилеммой: либо снизить цены и таким образом сжать маржу, либо удержать цены и рисковать снижением спроса в зарубежных регионах. В то же время предприятия, ориентированные на закупки сырья или компонентов в валюте, выигрывают от текущей ситуации. Они могут сокращать себестоимость и повышать прибыльность, преимущественно в сегменте импорта. Таким образом, усиление валюты – это палка о двух концах. Выгодно для конечных потребителей и фирм-импортеров, но создает напряжение для компаний, зависящих от экспорта. И дальше продолжу финансовые новости Германии. Количество банкоматов и банковских филиалов в стране продолжает сокращаться, и это усложняет доступ к наличным.
По данным Бундесбанк, число филиалов упало с 53 тысяч в 2002 году до, внимание, 21 тысячи в 2023 году, а количество банкоматов с пиковых 59 тысяч в 2018 году примерно 51 тысяча к 2023 году. Но, несмотря на это, большинство населения все еще живет в шаговой доступности от места выдачи наличных. В среднем люди находятся в 1,4 километра от ближайшего банкомата или кассы банка. В городах это около 1 километра 100 метров, в селе это 1 километр 900 метров. Тем не менее, все больше граждан сообщают о том, что доступ к наличным стал довольно затруднительным или даже очень сложным. Доля таких людей выросла, внимание, с 6% в 2021 году до 15% в 2023. Бундесбанк подчеркивает, что хотя инфраструктура пока еще доступна, тенденция ее сокращения является поводом для беспокойства. Сохранять привычную возможность операций с наличными в будущем нельзя считать само собой разумеющимся. Одной из альтернатив стали операции кэшбэк. Выдача наличных прямо при оплате в магазине. На такие услуги приходится около 9% всех снятых сумм. Хотя это выгодно и удобно, Бундесбанк предупреждает, кассы магазинов не могут заменить банкоматы и филиалы, поскольку там не проверяют купюры и отсутствует полноценная финансовая инфраструктура. В целом, несмотря на снижение количества банкоматных точек и автоматов, доступ к наличным остается обеспеченным для подавляющего большинства. Но эксперты отмечают, что без мер поддержки инфраструктуры дальнейшее сохранение уровня удобства и доступности может оказаться под угрозой. А вот дальше хотел бы рассказать вам, как из последних новостей обстоят дела с демографией в Германии. На 31 декабря 2024 года население Германии составляет примерно, внимание, 83 миллиона 557 тысяч человек, что соответствует средней плотности около 237 человек на квадратный километр. Чтобы вы понимали, по состоянию на конец сентября 2023 года официальная оценка была 83 миллиона 555 тысяч 478 жителей. То есть ситуация более чем год назад почти не изменилась. Половой состав остается примерно равным. Женщин чуть больше, около 50,7%, мужчин около 49,3%. Возрастная структура характеризуется старением общества, доля людей старше 60 лет достигла уже около 28%. Рождаемость продолжает снижаться. В 2024 году было зарегистрировано около 677 тысяч рождений, что стало одним из самых низких показателей с момента объединения в 1990 году. Средняя рождаемость упала, внимание, до 1,35 ребенка на женщину. Это значительно ниже уровня воспроизведения населения, который должен составлять 2,1. Из-за низкой такой рождаемости уже более полувека фиксируется естественная убыль населения. С конца 1970-х годов смертность превышает число родившихся. Без миграции общее число жителей неизменно сокращалось бы. И миграционные потоки оказывают ограниченный, но важный эффект. Молодые мигранты часто компенсируют старение, но не в полной мере компенсируют общий спад. Демографический сдвиг все-таки сохраняется. Эти тенденции усиливают нагрузку на пенсионную и систему здравоохранения, работающих становится меньше по сравнению с растущим числом пенсионеров, а экономическая устойчивость социальных систем требует корректировки политики в области семей, миграции и поддержки пожилых граждан. А теперь новость про макроэкономику Германии. Немецкая экономика начала 2025 год с умеренным оживлением. В первом квартале реальный рост ВВП составил 0,4% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Это оказалось выше первоначальной оценки. Основной вклад внесли рост производства и обрабатывающей промышленности и увеличение экспортных поставок, особенно в фармацевтическом и автомобильном секторах, а также рост внутреннего потребления примерно на 0,5%. Однако в годовом сравнении экономика осталась на месте. Реальный ВВП снизился на 0,2% или по факту застопорился. Рост оказался нулевым.
Прогноз на весь год по-прежнему предлагает практически стагнацию, лишь около 0,1% роста ожидается по данным экспертных институтов, а некоторые аналитики прогнозируют даже дальнейшее снижение на 0,2%. На фоне слабой экономической динамики увеличивается безработица. По состоянию на май-июнь 2025 года уровень безработицы составил около 6,2%, что выше, чем в предыдущем году, и по прогнозам достигнет 6,3% в среднем за год, то есть до 2,96 миллионов безработных, в основном из-за снижения числа занятых в промышленности и строительстве. Экспорт в 2025 году снижался примерно на 2,4%, несмотря на рост во втором полугодии, в то время как импорт увеличился на 2,5%, создавая отрицательный внешний торговый вклад. В инфраструктуре также наметились позитивные сдвиги. Инвестиции в оборудование и строительство в первом квартале показали рост на 0,9%, а частное потребление продолжило умеренный рост, снижая сбережения. В целом можно сказать, отраслевой спад в промышленности и строительстве пока не компенсирован устойчивыми потребительскими и инвестиционными импульсами. Прогнозы указывают на немедленное оживление экономики с ростом ВВП лишь в 2026 году от 0,7 до 1,5% и лишь плавное снижение безработицы и дефицита бюджета. А дальше я хотел бы вам рассказать, что в Германии существует такое понятие, как перераспределение денег между землями. То есть одни земли платят, а другие наоборот на дотациях. Интересно будет узнать, кто есть кто на цифрах. В первой половине 2025 года объем федерального финансирования перераспределения между регионами достиг, внимания, рекордных 11,178 миллиарда евро. Это почти на 1,35 миллиарда больше, чем за тот же период прошлого года. Финансово сильные земли продолжают вносить основной вклад. На первом месте платит больше всех это Бавария, около 6,672 миллиарда евро. Далее идут Баден-Вюртемберг с примерно 2,155 миллиарда и Гессен с 2,039 миллиарда. Гамбург также стал донором, вложив порядка 312 миллионов евро. Из числа получателей лидирует столица, она получила около 2,028 миллиарда евро. Следом идут Саксония с 1,919 миллиарда, Тюрингия 1,161 миллиарда, Саксония-Анхальт 1,067 и Северный Рейн-Вестфалия 935 миллионов. Другие регионы также получают существенную поддержку. Это Мекленбург, Передняя Померания около 827 миллионов, Бранденбург примерно 795 миллионов. Таким образом, финансовые министры из донорских земель критикуют данный механизм перераспределения, заявляя, что он становится труднее контролируемым. Рост перераспределения составил почти 14%, а доля Баварии в общем объеме поднялась до почти 60% всех выплат, что значительно больше прошлогоднего уровня. Таким образом, система перераспределения предназначена для выравнивания жизненного уровня во всех регионах, однако долговременные различия в финансовом потенциале продолжают быть проблемой и усиливают дисбаланс между богатыми и слабыми землями. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.